Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Дальнобойщики», где мы с вами рассматриваем различные сидельные тягачи. В сегодняшнем видео я хочу вам показать относительно свежую новинку от производителя XO Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим грузовик GMC General. В этом варианте окраски модель вторая по счету. У XO уже выходил точно такой же грузовик, только в серебристом цвете. И у него был другой орнамент. И первую модель я не стал брать по ряду причин. И самая главная причина — это то, что серебристый цвет сливается с хромированными деталями. А здесь хром контрастирует на черном цвете. И у XO также заявлен такой же грузовик в черном цвете, только с другим орнаментом. Он выйдет чуть позже, ближе к концу лета. И такой же грузовик также выходил в рамках журнальной серии. И там был автомобиль «Киногерой». И машина из фильма «Рыцарь дорог». Я сначала хотел брать ее в свою коллекцию, но на аукционах эти модели стоят значительно дороже, чем продукция XO, и также довольно дорогая доставка. Поэтому отказался от этой затеи и взял себе отдельно сидельный тягач в коробочке XO Models. Конечно, этому грузовику не хватает полуприцепа, но у меня пока что в коллекции нету подходящего прицепа под этот сидельный тягач. И вы в комментариях можете написать, какой полуприцеп наиболее подходит к данному типу грузовых автомобилей. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовичок поближе. Я вам для сравнения приготовил еще грузовики, которые есть в моей коллекции от бренда XO Models, и мы их сравним с этим грузовиком. И здесь модель поставляется в стандартной упаковке от XO Models, черно-оранжевая картонная коробка, на нижней стороне которой вы можете ознакомиться с различной информацией. Указан официальный сайт, на котором можно посмотреть будущие анонсы, также страничка Facebook, есть артикул, по которому можно найти модель в интернете, и также наклейка, гласящая нам о том, что эта модель сделана по лицензии General Motors. И по размеру здесь коробка точно такая же, как и у других грузовиков из этой серии, хотя у XO есть модели, поставляющиеся в более мелких коробках, и как раз один из таких грузовиков я покажу ближе к концу видеоролика. Давайте уберем колпак. И вот так выглядит этот грузовичок. Довольно аккуратно нанесено лакокрасочное покрытие, нету соринок, пятнышек клея, и вообще у XO довольно аккуратная сборка, и она мне нравится больше, чем на более дорогостоящей продукции от Maxi Champs. Эти грузовики в Европе продают за 25-30 евро, в то время как в России за них просят 3500 рублей. Возможно, где-то вы можете найти эти грузовички чуть дешевле. И тоже можете написать в комментариях, где и за сколько вы видели эти модели в открытой продаже. У грузовика рабочее седло. Также хорошо сделаны покрышки, и резина точно такая же, как на других грузовиках из этой серии. Вполне хорошие колесные диски, они в хроме, задние диски с двумя сквозными отверстиями, передние диски имеют больше маленьких отверстий. Топливный бак здесь серебристого цвета, подножки на топливном баке сделали в хроме, а ступеньки на ящичках сделали серебристым цветом. Окрашены сиденья коричневым цветом. Вполне качественные стеклоочистители из фототравления. Хорошо смотрится решетка радиатора, зачернили небольшие отверстия. Также присутствует маскот на верхней части облицовки. Вполне хорошая светотехника, несмотря на то, что присутствуют черные точки. Добавили противотуманки, их сделали серебристым цветом. И также установили регистрационный номерной знак спереди и сзади. На капоте также присутствует надпись General. Выхлопная труба здесь только с одной стороны. И она не мешает открытию дверей, как у других грузовиков, которые я демонстрировал в предыдущих видеороликах. Спальный отсек сделан из пластика, кабина металлическая и также металлическая рама. Навесные детали здесь тоже сделаны из пластика. Задние брызговики окрасили в белый цвет и нанесли надпись GMC. Единственное, что не понравилось, это задние фонари. Здесь их просто обозначили красной краской, в то время как на некоторых других грузовиках от этого бренда задние фонари делают из прозрачного пластика.
Тираж этой модели не указан, я предполагаю, он довольно большой, так что модели хватит всем. И давайте посмотрим на другие грузовики, которые есть в моей коллекции. Могу вам показать еще один GMC, модель 950 Co. Это маленький грузовичок, и у него меньше подставка и дисплей-кейс. По размеру вы можете прикинуть, насколько он меньше, чем GMC General. Тоже вполне хороший грузовик. И пока что у Иксо он вышел в одном варианте окраски. И в журнальной серии такой грузовик тоже выходил с полуприцепом для перевозки автомобилей, если мне не изменяет память. И вообще в журнальной серии схемы окраски более интересные, чем в регулярной серии Иксо Models. Но еще раз повторюсь, покупать эти модели я не вижу смысла, потому что их продают только на аукционе, во всяком случае там, где я живу. И цена на журнальную модель выходит в 2 раза дороже, чем за вариант от Иксо. Плюс очень дорогая доставка. Покажу вам один из ранних грузовиков от Иксо Models. Это Peterbilt 350 52 года. Это, пожалуй, один из самых крупных грузовиков в коробочке Иксо Models. Вы можете прикинуть, насколько он крупнее, чем GMC General. И это довольно тяжелая модель, потому что здесь, помимо металлической кабины и металлической рамы, также металлический спальный отсек. Тоже вполне симпатичная модель, но она сделана чуть проще, чем более поздняя продукция от этого бренда. И здесь не очень хорошее качество хрома. Если присмотреться, на задних крыльях вы найдете очень много потертостей. И такое ощущение, как будто хром впоследствии пытались чем-то полировать и просто его испортили. И покажу вам еще один капотный сидельный тягач из моей коллекции. Это Peterbilt 359. Автомобиль 73 года позиционируется. Это довольно легкая модель, она даже легче, чем GMC General. Здесь огромный спальный отсек, но он сделан из пластика. И добавили обтекатель на спальный отсек. Что мне не нравится у этого грузовика, это полоски, они закрывают дверные ручки, и то, как расположили выхлопные трубы. Они мешают открытию дверей. И не очень верно расположили рулевое колесо. В таком положении рулить будет не очень удобно. Хотя мне в комментариях писали, что руль у этих грузовиков, возможно, откидывается. Здесь задние фонари тоже окрасили краской. Могли бы их сделать из прозрачного пластика. И давайте в заключение открутим грузовик от подставки, посмотрим, как у него сделана нижняя часть. Модель крепится при помощи 2 крепежных винтов под крестовую отвертку. Есть также дополнительный страховочный блистер, который предотвращает повреждение модели при транспортировке. Вот таким образом выглядит ходовая часть грузовика. Присутствует карданный вал. Вполне хорошо сделана балансирная тележка. Двигатель окрасили в черный цвет, как и коробку передач. И более-менее нормально смотрится передний мост. Вот такой вполне хороший грузовик, который может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете американскую технику. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции Иксо Models. Нравятся ли вам американские сидельные тягачи? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, и также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.